Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиюа. Я тут вижу, есть интересные реликвии, поэтому мы сегодня будем творить контент. Кстати, и легендарки такие неплохие сегодня. Есть два шамана, поэтому знаете что, я, наверное, возьму вот так вот шаманчиков. Ну, мало ли ко мне к 10-му раунду придет шаманчик солнечный, и придет гнездо Мора, я, соответственно, заабузю это все, и у меня будет там, не знаю, солнечный шаман к 20-му раунду в тройку. Ну, естественно, если, конечно, мне лапши на уши не навешает, это гнездо Мора, как оно обычно это любит делать, последние вот игры как минимум. Ну, короче, будем творить сегодня контент, и будем отталкиваться от того, что будет, естественно, приходить. Оу май, кстати. Можно было бы сегодня собрать и богов орков, потому что что-то два орка мне как-то неплохо со старта пришло. Плюс есть Марс. Ладно, берем пока что ману. Посмотрим, что будет дальше. В общем, если к 10-му раунду ко мне приходит солнечный шаман, естественно, мы его абузим. Если же ко мне приходит антимаг, либо же Манки Кинг, мы это будем абузить. И на самом деле я, наверное, пока что как-то уберу шаманчиков. Ну, вот, не знаю, короче, не знаю. Я еще не уверен в том, что мне будет приходить, и поэтому пока что не буду засорять себе пул лишними фигурами, и просто несколько раундов посмотрим. Посмотрим, вот как... Эх, тут, кстати, есть импресска, и можно было бы поиграть на легендарных фигурах. Давненько я, кстати, не знаете, кого не абузил? Вот прям супер жесткую синергию не абузил. Это легендарные дубликаты. Вот давненько я на этом не играл. На самом деле, хотелось бы мне попробовать сыграть на легендарных дубликатах, но это сложно реализуемо. Хотя здесь есть миниор, в принципе, можно было бы попробовать на гоблинах мехах сыграть. Короче, давайте так. Если же в этом ролике у меня не получится сыграть на гоблинах мехах, то, значит, это будет следующий ролик с гоблинами мехами. Ну, как следующий, ладно. Как смогу записать гоблины мехи через легендарные дубликаты, так, соответственно, и запишу. Но... Оу, вот это да. Хо-хо. Такое мне нравится. А такой-то подгон мне нравится. Чую, это будут охотники. Но если будут охотники, то я хочу необычно сыграть на охотниках, и для этого мне понадобится мантия короля, естественно. Ну, короче, смотрите. План звучит следующий. Если же в этой катке у меня не получится сыграть на гоблинах мехах, то это, значит, будет следующий ролик, когда его, естественно, отсниму. Значит, это не следующий, но вот когда смогу, тогда отсниму, соответственно. В общем, а от вас я жду следующее. Если вы хотите увидеть в моем исполнении гоблины мехи через легендарные дубликаты, то от вас 50 лайков под этим роликом. Поэтому, ребят, не стесняемся, ставим свои лайкусики. Давайте пальчик вверх по максимуму. Блин, мне и рыцари идут. Не знаю, я теперь в таком, знаете, небольшом-то замешательстве. Поставлю двух орков. Два орка это must have. Это имба. Так, я так понимаю, здесь будут убийцы. Чувак уже на лустрике играет. Это, в принципе, для меня как бы не новость, что кто-то будет играть на лустрике. Но, в принципе, плевать. Плевать. Мы будем гнуть свою линию целенаправленно. То есть мы вот это мы. Следуем своему неизменному пути. На самом деле, я вот, клевер необходим мне в целом. Ну, мне бы хотелось, чтобы не клевер пришел. В общем, смотрите. Если сегодня я буду играть на охотниках, то я хочу сделать следующее. Это, хотя, не знаю. Нельзя это говорить на самом деле, потому что если я сейчас это скажу. А такое мне нравится. Слушай, так а такое-то мне нравится. Это-то вкусно как-то. На самом деле, я бы хотел, чтобы мне сейчас уже 6 охотников пришло. Я бы тогда взял бы себе 6-й уровень, поставил бы 6 охотников и кайфовал бы от жизни. В общем, ладно, я это скажу и посмотрим, сможет ли мне это прийти. Точнее, ну, короче, получится, не получится. На свой страх и риск все делаю. Не повторяйте это, естественно, дома, это опасно для здоровья, для нервной системы и все такое. В общем, раз я хочу контента, значит, будем поступать следующим образом. Это будут охотники через синергию кунг-фу и керри Манки Кинга. Либо же это будут охотники через ведьмаков, но, соответственно, керри антимаг. Вот что-то одно из этого точно будет. Поэтому, ребят, кто хочет это увидеть сейчас, держим вместе со мной кулачки. Надеемся и верим, что рандом мне сегодня улыбнется. И бог рандома озарит меня своей улыбчивой улыбкой. Вот такой, самой счастливой, которая только может быть. Жалко, что мне рог войны не упал. Вот упал бы мне рог войны, этот каба...
Чего? А так можно было? На 5 уровне ко мне приходит Monkey King. Короче, все, план построен. План мой построен на сегодняшний ролик. Будем играть через охотников кунг-фу. Все. Все. И даже не смотрите на меня. Сегодня будут охотники кунг-фу. Все. Контент нужно творить. Поэтому будем творить контентище. Такой контент... Нет, нет. Палкой, давай. Еще палочку. Кабаны. Кабаны. Давай, еще кабанчика. Хорош. Красава. Просто все, я обожаю этих кабанов. Просто свиноферма идеальная. Если был бы урок войны, то на самом деле было бы еще в 2 раза лучше. В общем, раз Monkey King ко мне пришел, даже еще один охотник пришел. Но пока что мне нет смысла брать уровень, потому что у меня не будет 6 охотников. Но, откровенно говоря, я бы очень хотел, чтобы у меня уже было 6 охотников. У меня там тоже Monkey King Боня пришел. Ну, я верю, что тебе не придет Мамора на 10-м. Я молюсь за это, то, что тебе не придет Мамора на 10-м. Но знаете, раз такой закон подлости, то, скорее всего, к нему придет Мамора. Скорее всего, к нему придет Мамора. Я вообще обожаю, когда... так погоди, у меня сейчас будет винстрик. Да. Такое мне нравится. Такое мне нравится. Еще почти у меня 6 охотников. Почти. Почти 6 охотников. Почти. Вот прям чуточку осталось. Одного охотника не хватает. Боже. Давай быстрее приди. Чтобы вы понимали, почему я так вот переживаю за этого охотника, так как с 6 охотниками намного легче держать винстрик. Я вот не знаю, я поставил как бы сейчас баф орков, но насколько зароляет эти 150 хп? Я думаю, не особо, поэтому может обратно... Может вообще траксу поставить. Как бы палка это хорошо от Monkey King. Можно было бы вообще продать траксу, но если ее продам, то она может не прийти ко мне на 10-м. Точнее, она может мне не прийти в двойку ранее. А извините меня, если у меня будет 6 охотников, то каждая двойка это просто нереальная прибавка к урону. На тебе, минус 11 в табло. Чисто. Получи и распишись. Кунка. О-хо-хо. Можно было бы еще баф людей поставить. Хотя... Не буду я баф людей ставить. Так, интересно, что же мне на 10-м раунде упадет? Я вот прям... Не знаю. Затаил дыхание. Убийца. Будет трудно играть на охотниках, если тут будет жесткий убийца. Очень трудно будет играть. Единственное, мне будет легко играть, если у меня будет весь стол в двойках. Вот тогда в действительности мне будет довольно-таки легко играть, если у меня будет весь стол в двойках. Но, а кому не было бы легко играть, если бы у него был весь стол в двойках? Хотя на самом деле, вот 6 охотников со старта, это реально тема. Если вы не играете на лустрике, то в принципе... Блин! Я только сейчас понял, то, что мне аптечку священника нельзя юзать. Вот эта аптечка, которая дает нереальное количество опыта. Мне ее сейчас не надо. Давай Мамору. Прошу, Мамору. О, клевер там есть. Да ну, дай клевер. Отлично. Ставлю, если что, в этого орка, потому что он ближнего боя, и шанс того, что у него будут тычки срабатывать чуть ли не моментально, прям огромный. Ладно, я возьму баф гоблинов. Почему нет? Баф гоблинов это имба. Для старта как бы подойдет. Тем более у меня винстрик. Я быстро сейчас выйду в 60 монет, заюзаю этот артефакт. И буду брать уровень. А что еще мне остается? На самом деле мне снайпер тогда и не нужен. Если вот так подумать хорошенько, то мне снайпер не нужен. Кто мне вообще нужен из охотников? Медуза, паучиха. Ну, можно плотные какие-то фигуры. Мирану можно, в принципе, было бы и оставить.
Ну, охотник-зверь по-любому мне нужен, потому что Манки Кинг это зверь. Какая-никакая, но 10% прибавка к урону это будет топчик. Особенно если будет у меня синергия кунг-фу. Еще надо будет поставить обязательно 2 волшебников. Это прям гадалки не ходи, но по-любому мне нужно будет поставить 2 волшебников. Желательно, чтобы один был демон. Если у меня получится собрать мантию, то у меня все синергии будут в кунг-фу. И у меня будет мало ли того, что синергия кунг-фу плюс охотники в Манки Кинге, так еще и у него будет чистый урон из-за того, что будет один волшебник-демон. Стреляй! Фух. Это было тонко. Винстрик! Сюда! Чисто мои бабки. Просто... Уф. Уф. Ладно, я Траксу продам. Тракса мне не особо нужна. Так, подожди, сейчас раунд новый начнется, и тогда я заюзаю баф гоблинов. Сейчас у меня столько денег будет. Ух. Скрудж Макдак отдыхает по сравнению со мной. Бог ты мой, нет, 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 пожалуйста. Это... Это нецензурная брань. Это нецензурная брань. И много ее сейчас. То, что я не хотел, челу просто вот пришло, и у него же в Манки Кинг, если что, 2 звезды. Ладно, ладно. Я надеюсь, я это вывезу. На самом деле ситуация вообще не айс. Я бы сказал, максимально не айс ситуация. Сейчас, кстати, можно продать вот этого вот коня. Либо же продать снайпера. И выйти в максимальный инкам и потихоньку брать уровень. Чем быстрее я возьму 9, либо же даже не так. Я, наверное, возьму 9, буду максимально ролить свои фигуры, чтобы найти себе там Манки Кингом 2 звезды. Мне как минимум он нужен 2 звезды, потому что я не вытащу иначе. Если, конечно, на 20-м раунде ко мне придет Мамора, я закидываю Манки Кинга в Мамору и играем дальше. Самое главное, вот я вот за этот момент вообще забыл. Самое главное, чтобы мне пришел предмет 4-го тира, тот, что мне нужен. А в данном случае это мантия. Мантия — это залог успеха. Если мантия ко мне приходит, то все будет замечательно, я буду всех и вся разрывать. Если же мантия ко мне не придет, то все, это торбом. Весь мой план пойдет на смарку, и я буду ссать пальчик. Если только пальчик. Так, ладно. Все, шуточки убираем в сторону. Мы здесь серьезные все люди. Какой юмор? Какой юмор? Это игра, чтобы подумать. Поэтому никакого юмора. Думаем. Думаем и все. Кстати, знаете, в чем минус от игры на винстрике? Плюс иметь вот синергию, точнее синергию, а артефакт гоблинов. Вот самый огромный минус — это то, что у вас переизбыток бабла. У вас настолько много денег, что когда вы сидите в 80 монет, то они не копятся. Там есть лишние монетки. Там, по-моему, пару монет, но они все равно лишние. То есть то, что вы могли бы потратить на апгрейд, либо же на ап уровня, либо что-то еще, короче, на свои расходы, вот на свои там хотелочки, вы этого сделать не можете. Вот не можете и все. Еще там жрецы, кстати, будут. Это плохо. А я медальон скипнул. Красава! Боже, чувствую, мне на лицо нормально так выкатятся челики. Сказать, что все плохо, это все равно, что ничего не сказать. Если там реально появятся жрецы, то единственное мое спасение будет это гритеры. Но тоже. Кстати, у меня 10 винстрик. Обалдеть! Но это ненадолго. Брошка гномов берем. Конечно, берем. И уровень берем. Все берем. Мы на халявной раздаче сегодня. Брошку гномов мы по-любому берем, так как это как-никак это дистанция, это урон. И я, наверное, закину Мирану. Жалко, конечно, что у меня Мирана в единицу, не в двойку. Была бы нам в двойку, было бы вообще шикардос. Кстати, Антик будет играть через магов. Это для меня тоже нехорошие новости. Я, наверное, цепочку эту скипну. Я хп плюс 300 возьму. Мне нужно, чтобы у меня был мощный танк. В коня я не особо верю, потому что если он расплодится, да, он будет огромный танк с огромным количеством хп, но если посмотреть на вражеские столы, то там есть АОЕ урон. А раз там есть АОЕ урон, то, естественно, этот конь будет умирать в 3 раза быстрее. Поэтому я пока что лучше в ворка охотника закину. Он все-таки кабанчиков там насумонит. Ну, просто будет такой, ну, няшка. Классная няшка.
Фух. Я на мгновение подумал, что сейчас откисну. Давно у меня такого не было, что у меня 11 винстрик. 11, мать его, винстрик. Обалдеть. Тенника берем. Он все равно одну монетку стоит. Пусть будет. Пусть будет, он лишним явно не будет. Знаете, как можно еще переиграть сейчас ситуацию? Я сейчас возьму и поставлю 9 охотников. Поставлю 9 охотников, они не будут ко мне подходить, и я, соответственно, пока что еще немного подержу свой винстрик. Вот убийцы меня, конечно, смущают, но не настолько сильно смущают, как Антик. Антик какой-то там, ну, прям заряженный типочек. Ну нет, ну 7 из 9, Мамора, ты что, прикалываешься? Я хренею. Боже, если так и дальше пойдет, у него сейчас Мамора будет к 20-му раунду. Точнее, Мэнки Кинг к 20-му раунду. И все, мой винстрик пойдет лесом. И я надеюсь, что ему винстрик не достанется. Надеюсь на это. Это абсурднейший абсурд. Ну, скорее всего, ему не достанется, потому что меня сейчас вынесет убийца. Или нет? Тиник такой чисто... лети отсюда. Мне надо брать уровень. Пока что есть возможность, надо брать уровень. Можно, кстати, вообще через звери сыграть. Мне звери тут вообще в целом всю игру идут хорошо. Класс. 8 из 9. 8 из 9. У меня сейчас брови улетят просто во свояси. Не дай бог, сейчас ему на следующем раунде Манки Кинг придет. Не дай бог. Он сейчас ко мне пришел, окей. Я рад, что он конкретно сейчас ко мне пришел, а не чуть-чуть позже с Манки Кингом 3 звезды. Вот это я действительно рад. Я искренне рад. Все, у меня 9 уровень, отлично. У меня сейчас все шикарно, все прекрасно. Пожалуйста, не надо. Молю, не надо. Только не МК в 3 звезды, только не МК в 3 звезды. Молю, молю, молю. Бог рандома, пожалуйста. Пусть у него 8 из 9 будет. Кто там говорил, что Мамору там понерфили, это теперь невозможно к 19-му раунду поиметь себе фигуру в 3 звезды? Кто такое говорил? Кто там писал в комментариях, что Мамора это не сломанный артефакт? Вот, все. Фиолетовая фигура в 3 звезды на 19-м раунде. Шикарно, прекрасно, замечательно. Все. Торба. На самом деле, ну вот, я вот как бы сейчас вам показываю свои эмоции. И это в действительности то, что у меня творится в душе. Но, объективно говоря, это дисбаланс. Это лютый дисбаланс. Либо же ты подстраиваешься под текущую мету, и ты тоже играешь через Манки Кингов, антимагов, гритеров, инсектоидов всяких и тому подобное. Либо же ты играешь в кайф. Создаешь себе, соответственно, новый аккаунт, идешь на лоу ранги, и там кайфуешь в кайф. Все, там не будет твоих вот этих вот инсектоидов, антимагов, Манки... Нет, может быть и будут на самом деле. Не знаю, какие там сейчас новички, но я думаю, что вряд ли именно прям так жестко будет. Но тут же либо ты под мету подстроился и катаешь, либо же ничего не делаешь. Ну, просто все принимаешь, как бы впитываешь, пытаешься что-то свое внести. Но свое ты не сможешь внести, потому что... Ну, короче, ребят, я думаю, вы меня просто прекрасно поняли, и мое негодование вы тоже прекрасно понимаете. Вот смотрите, сейчас у него нет особой синергии, у него есть только Манки Кинг 3 звезды у этого Бона. Смотрите, что сейчас будет. У него будет... Вот смотрите, я вангую, смотрите. Экстрасенс Александр. Просто вот Таролог Александр. О, кстати, внизу, отлично. Так. Куда? Да елки... Боже, нервничаю. Спешу, все, отлично. Может забузить сейчас, я тоже получу 2 очка. Все, я подстараюсь под мету. Теперь мне нужно немного паролить. Найти более-менее адекватный стол. Немножечко поставим морских, потому что есть маг. Как-никак. Все, есть еще и даже волшебник. Отлично, замечательно, прекрасно. Жизнь удалась. Еще одну. Отлично. Все, у меня волшебники даже есть. Даже есть волшебники. Все. Все. Жизнь удалась. Теперь единственное, что я думаю брать уровень.
Нужно взять 10, либо же еще паролиться. Вот смотрите, у него сейчас нету особого стола, у него только 4 зверя и Monkey King 3 звезды. Смотрите, что сейчас будет. Смотрите, без смс и регистрации. Я думаю, все прекрасно понимают мое негодование, но это бред. Они этим немного игру все-таки доубили. Рискую, короче, мне надо мантию находить. 2 предмета здесь идеальных. И БКБ, и МКБ. Но я возьму МКБ пока что. Я буду ролить сейчас предмет 4 тира, иначе... Ну, по-другому никак. Я эту игру не вытащу, если ко мне не придет мантия. Эту игру я не вытащу, если ко мне не придет мантия. Только мантия может спасти всю ситуацию. О! Привет, молодой. Спасибо еще раз за винстрик тебе. Ты уже второй раз мне винстрик даришь. Спасибо, спасибо, просто. Молодец. Красава. Ай да молодец. Ай да красавец. Такое мы уважаем, такое мы любим. Единственное, что у меня еще баф гоблинов висит. И как бы то, что у меня там был переизбыток денег, вообще плевать. 9 охотников я поставил чисто так. Ну, пока что пусть будет. В любом случае хуже не станет. И, кстати, я не просто так взял, если что, морского волшебника. У меня будет немножко баф морских. Так, инсектоид. А, нет, это цветы. Цветы через кучу дубликатов, да? А, не, это инсектоиды, ну, короче, какие-то слабые пока что инсектоиды. Пока что слабые. Но потом будут не слабые. Потом будет жестко. О, бог-жрец. Ребята, готовьтесь отпевать меня. Ну, антимаг мне уже не нужен. Еще один волшебник. Ладно, берем уровень. Баф гоблинов уже закончился, поэтому берем уровень. Три раунда у меня прошло, а Monkey King у меня даже не вырос. Ни на грамм не вырос, падла. Не, ну может на грамм там и вырос. Так, убийца. Но убийца должен уже меня выносить. Уже должен. Да, походу заберет меня. Да. Но слава богу, пусть убийца будет. Или не будет. Да, будет. Все, он мне выиграл. Ух! Я благодарен богу роддома, что хотя бы убийце я дам сейчас свой винстрик. Вот реально спасибо. Лучше бы, конечно, никому не давать винстрик, но лучше ему, нежели вот тому чуваку, который играет сейчас через Monkey King в 3 звезды. Ему и так играли, ну, просто подарила Monkey King в 3 звезды на 19 раунде. Вот смотрите, я вангую. Вот 3 из 9. Ну ладно, у меня еще 3 из 9, хотя на самом деле я забузил на 20 раунде вот этот вот переход. Тачми уже с цветками двумя на 8 уровне. Прикольно. И бог-орк. Ой-ой-ой. Не, ну бог-орк это не шутки теперь. Бог-орк это проблема будет. Вот, кстати, он и пришел. У меня дамага нет, чтобы его выносить. Ой-ой-ой, какие там предметы у него. Единственная радость это то, что у него нету сейчас какого-то хп от хила. Но плевать. Вообще плевать, смотрите. Ну. Да. Держим кулачки за меня. Держим за меня кулачки. Все вместе. Короче, поставлю Марси или Панду лучше. Ладно, пока охотников поставлю. Трехзвездочный хускар там под инсектоидами интересненько. Я такое впервые вижу, чтобы там трехзвездочный хускар был под инсектоидами. Ну, вообще, на самом деле, плевать, потому что есть бог-орк. Единственное, ну, вот этот чел, который Бона, его вынесет на изи, этого бога-орка. Так как там у него Monkey King 3 звезд. Парочку хороших предметов этого МК и все, и до свидания. Финита ля комедия. Ничего себе. Ха, на самом деле это как бы окей, классно, прикольно, но если быть откровенным, я, ну, ладно,
Это хороший предмет. Окей, мне зато его ролить не надо. Я только что хотел сказать, что типа, мол, как бы это круто, конечно, что ко мне именно этот предмет пришел, но переролить какие-то предметы я не смогу. Ну вот видите, мне не хватает. Для того, чтобы не переролить, мне нужно гиперстон разобрать. А гиперстон я разбирать не буду. Я что, совсем дурак? 5 из 9, отлично. Может, мне повезет и к 9-му раунду у меня будет... Ой, к 9-му. К 29-му раунду у меня будет Манки Кинг 3 звезд. Может быть. Может быть. Верим. Все вместе верим, ребята. Все вместе. Бог рандома. Пожалуйста. Не подведи. Не подведи меня. Не подведи меня, молю. И Мирана, кидай, пожалуйста, свою стрелу именно убийцы через Муэрт. Боже, я Мирану все больше и больше обожаю. Отличный герой. Шикарный герой. Просто Муэрта из стана не вышло. Такое мне нравится. Такое мы одобряем. Ну, я пока что МК, если что, собираю. Сейчас объясню. Сейчас я объясню, почему я Манки Кинга собираю. Не факт, что гнездо Маморы мне принесет раннего Манки Кинга. Не факт. Зато факт в том, что я смогу собрать несколько Манки Кингов. Если мне придут яйца, то, соответственно, я смогу еще собрать себе так просто Манки Кинга. Без Маморы. С Маморой, конечно, будет легче, но без Маморы будет, естественно, тяжелее, труднее. Там еще Дракон Маг собрался, это плохо. Дракон Маг это полная Г. Я надеюсь, он вылетит раньше, не придет и мне еще в табло внесет, скажем так, свои коррективы. Мне не нужны такие коррективы сейчас. Мне нужно мое ХП. Мой билд на долгую зачат. Помните, я ванговал то? Ой-ой, ему еще орк-шаман пришел. Знаете, в чем прикол? Если этот чел себе соберет... А я вообще никого не могу убить, прикиньте. Вообще никого. Он еще... Спасибо. Минус 26. Явно то, что доктор прописал. У меня в таблетках не было написано о том, что мне нужно получать минус 26 табло. Не было такого написано в таблетках. Либо же мой врач трендит, либо же мне в действительности как бы прописан пендюль такой. Минус 26. Ну, просто так. Ну, чтобы нормально было. Чтоб не расслаблялся. Я верю еще в то, что у меня получится собрать. Я надеюсь, что на 30-м раунде ко мне придет нужная шмотка. Я очень на это надеюсь. Это единственная шмотка, которая мне в действительности может сейчас спасти. В общем, там же вот этот вот бог-орк. Похоже, не только бог-орка мне надо опасаться. Мне надо опасаться еще и мага. 24 хп. Ладно, походу... Походу, походу еще есть шанс. Давай, мантия, 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 мантия. Надо рисковать. Да какой... Какой башер? Мне мантия нужна. Чёртова мантия мне... О, яичко. Давай МК еще одного. Еще одного МК, пожалуйста. Пожалуйста. Манки Кинга дай мне. Падла. Ну, сейчас орать буду. Это очень жестко, то, что ко мне не пришел. Ничего себе. А ничего себе мне там Муэрту так в табло накидала. Почили. Муэрта, почили. Просто отдохни сейчас. Отдохни. Присядь. На еще тебе станчик. На. Бери по полной. Кушай, кушай. Отлично. Так. У Антика 7 хп. У бога орка осталось тоже там мало хп.
Пожалуйста, приди сейчас ко мне. Сейчас после моего буду ролиться. Я очень надеюсь на мантию. Приходит мантия, все, там всем Габелла. Там такая Изабелла всем будет, что просто... Ух. 8... Ого. Ого. Я настолько был поглощен каткой и настолько... Ой. Боже, какая тут заруба сейчас. Ну вот, помните, я говорил, вот, когда только Манки Кинг у него в 3 звезды появился, у этого Бона, что все, это будет у него винстрик. Все. Таролог Александр, экстрасенс Александр, там, не знаю, вижу будущее Александр и тому подобное. Все, что связано с Александром. Все. Жалко, конечно, что не Шарбезно, но, в принципе... Да! Песня. Замечательно. Прекрасно. Все. Манки Кинг 3 звезд. Сюда. Так, МКБ сюда, это сюда. Клевер берем. Имба по-любому. Пожалуйста, пожалуйста. Есть. Ух ты, да. Все. Вам всем кирдык. Молитесь. Ритуальные услуги, Александр. Все, сегодня у меня все в этой катке. Абсолютно все. Ритуальные услуги, таролог, экстрасенс, не знаю, вижу будущее, кто там, кого-то еще. Короче, все что угодно сейчас приписывайте ко мне, и это все будет сбываться. Мало ли того, что я предугадал, что чел будет в Манки Кинге в 3 звезды иметь винстрик. Так и есть сейчас все, это ритуальные услуги, ребят, все, все. Единственное, вот чтобы гарантия 100% была, мне нужно БКБ. Под БКБ все. Тут просто катка будет на одном дыхании. Смотрите, что сейчас будет происходить. Смотрите. Давай, Бона. Но. Сладкий мой. Имба? Не то слово. Минус 21. Таблешник просто. Я думаю, ему понравилось. Как думаете? А ну-ка напишите. О, маг вылетел. Замечательно. А ну-ка напишите мне в комментариях, как считаете, Бонни понравился только что вот такой вот оплеух по щам? Я думаю, да. Я думаю, еще и как понравилось. Я думаю, понравилось прям на 255 тысяч %. Просто... Чисто панда приходит. На самом деле, вот паучиху я бы тоже взял. Все-таки как-никак она дает миссы, но есть более приоритетные фигуры. То есть мне нужна Марси, мне нужна панда. И все будет замечательно. А ну-ка, бог орк, иди сюда. Ты там на меня выложил. Смотри, палка тебе по горбу. Но. Пока-пока. Живое. Ты банки не юзал до конца. Красавчик. Не на очке сыграл. Кстати, панда в троечку сюда. Бог-орк красава. Единственное, что мне в бог-орке не нравится, это то, что у него там прям полностью он заряжен. У него агоним, посох 3-го тира, цепочка и арканцы. Жестко? Еще как. Не то слово, как жестко. Мне нужно БКБ. Вот это вот точно я знаю. БКБ меня спасет от многих проблем. Чел, кстати, через зверей играет. Но у него жесткий стол. На самом деле у него был бы стол намного жестче, если бы он поставил себе синергию кунг-фу. То есть это было бы 6 зверей плюс кунг-фу. Это было бы намного жестче. Но он поставил себя против магии. Зачем только? Конкретно сейчас ему против магии не надо ставиться. Так, Бона, дубль номер 2. А ну-ка сюда иди. Бэм. Бэм. Чисто это тебе плата, молодой. Это тебе плата. Нет. Поменял Манки Кинга. Шикарно. Мне не хватает одной Марси. Теперь мы остались с богом орком 1 на 1. Сейчас мы с ним пообщаемся. Скажем так, близко. У нас с ним будут слишком близкие отношения сегодня. Мне главное верную расстановку выбрать, чтобы было бы более-менее ок. И не словить дум. Хотя на самом деле, даже если я словлю дум, какая мне разница? У меня Манки Кинг будет палкой его выносить. Ваншотами.
Там просто будет ваншот у Ашота. Ашот ваншот. Оу! Тебе понравилось? Как тебе такое проникновение? Не, ну это имба. Это реально имба. Сейчас, если падает мне БКБ, то все. Он может ливать. Он реально может ливать, если мне упадет БКБ. Даже если бы у меня бессмертие было. Ну, у него сейчас шансов не будет. У него нет дамага. Даже если он там что-то себе соберет, у него нет дамага. Он ничего не может сделать. На самом деле, такой билд очень тяжело собрать. Нереально тяжело, я бы даже так это назвал. Но мне больше интересно, почему Бона собрался 6 зверей, но не поставил себе 4 кунг-фу. Маги ж вылетели, просто собери себе сверху кунг-фу и кайфуй, у тебя деньги были. У него реально было 50 плюс монет. Винстрик, 50 плюс монет. Мог кайфовать. Ну, на этот вопрос уже ответа мы не получим. Просто с двух плюх. Тынь, пока. Вот это тут я понимаю. Да. Сказать, что я собой доволен? Естественно. Естественно, я собой доволен. Так, делаем банный маневр. Ставим сюда вправо. Джаггернаутов 3 звезды собрал. Ну, поможет. Поможет. Угу. На самом деле, мне для фулл комплекта не хватает только одной Марси. Пожалуйста. Давай, Марси. Чтоб для красоты. Ну, елки. А было бы красиво. Марси 3 звезды, Панда 3 звезды. Манки Кинг 3 звезды. Шик, шик. Наблюдаем. На самом деле, вот это такой долгий момент. Так долго секунды эти тикают. Ты готов? Ты готов, молодой? Сюда иди. Давай. Бэм. 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 Смотрите, даже под хикс... Просто под салом стою, вообще плевать. Мантия, кстати, дает, если что, немного магического сопротивления, поэтому вообще плевать. И у меня еще полностью чистый урон. У меня чистый урон полностью из-за того, что... Видно. У меня еще чистый урон из-за того, что есть мантия. Кто вдруг еще раз не понял, как работает мантия, я об этом уже делал миллион раз акцент. Смотрите, у меня сейчас есть синергия демонов. Вот сколько у меня синергии там есть. У меня сейчас все эти синергии работают в Манки Кинге. И синергия эльфов работает тоже в Манки Кинге. Поэтому, ребят, юзайте это. Юзайте. Если вам упала мантия, и вы видите, что против вас какой-то воин, не скипайте мантию. Просто поставьте одного демона и выносите этого воина налегке, на одном дыхании. Сейчас, короче, если повезет, то я его подловлю, и у меня будет Манки Кинг бить по его шаману. Ну-ка, давай. Ах ты ж какой! Переиграл меня. Но это ему не поможет. Это ему не поможет. Все, конечно. Пока. Покеда. Я не думал, что ему 11 хп снесу. Заслуженно 28 очков. Вырвал. Вырвал 28 очков. Со слезами на глазах я это вырвал. Со слезами на глазах. У него жесткий, конечно, там шаман. И на самом деле хорошо, что я нашел БКБ. У него там был хекс. У него там была цепочка. И вот реально хорошо, что я нашел именно БКБ. Если бы у меня не было БКБ, он бы меня, скорее всего, выиграл. Скорее всего, он бы меня выиграл, если бы у меня не было БКБ. Чисто из-за хекса. Он бы мне хекс на 5 секунд повесил бы, он накинул бы свою тучку сверху, этот посох бы стакался, соответственно, урон бы увеличился по экспоненте вверх, и я бы потом палку не смог заюзать, я бы бил просто обычной тычкой. А это, соответственно, ну, слабенько. В общем, что я конкретно хочу сказать по этому билду. Очень сильный билд, особенно когда у вас Манки Кинг 3 звезды, это прям то, что доктор прописал. Сложная реализация, но зато какое наслаждение можно получить. Это просто песня. В общем, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. Я хочу напомнить, ребят, 50 лайков под этим роликом, и я буду записывать гоблинов-мехов через легендарные дубликаты и, естественно, легендарные роллы. Всем спасибо за просмотр, не забываем подписаться на мой YouTube канал и Telegram канал. Telegram канал закреплен в комментариях. Всем удачи!